Плачущие в ТикТоке после провальных свиданий девушки. Озлобленные и объединяющиеся парни в моносфере. Your body, my choice. Men win again. Ежеквартально падающее число пользователей приложений для знакомств. Растущее одиночество среди молодежи и абсурдная война полов, которая кажется все ближе. Человечество взяло курс на вымирание? Или это только нам так кажется? Дейтинг-приложения за 12 лет изменили не только культуру ухаживаний и свиданий, но и всю динамику общения между людьми. Они стали причиной разобщенности парней и девушек, радикализации гендерных движений и обострения демографической проблемы. И самое главное, эти изменения коснулись даже тех, кто никогда не пользовался дейтингами и не собирался. Мир вокруг становится все более отдаленным, цифровым и, увы, одиноким. Если вы с таким не сталкивались, вам невероятно повезло, но остальному миру не так сладко. Меня зовут Алана Несневич. Здесь на моем канале мы обсуждаем важные культурные феномены, которые витают в воздухе, но которые не просто сформулировать, поэтому мы это делаем за вас. Если хотите быть в курсе, подписывайтесь, ставьте лайк, заходите к нам на Boosty, в Telegram, а еще на сайт, где можно найти много полезного для контент-мейкерства. Все ссылки в описании, и мы начинаем. Представьте, вы молодой мужчина, который жаждет встретить женщину. Но статистика неутешительна. Если смотреть на цифры, шансы не на вашей стороне. 60% мужчин в возрасте до 30 лет одиноки, сообщает Pew Research, занимающийся гендерными исследованиями в США и в мире. ВОЗ предупреждает, одиночество среди мужчин уже достигло уровня эпидемии. Поделиться этим и другими проблемами сложно. Только 42% обращаются за поддержкой к матери, 38% к друзьям и лишь 16% идут к специалистам. Заходишь с надеждой в приложение для знакомств, а там бездна. Засасывающая дыра, выстроенная на беспощадных алгоритмах. Если вы мужчина, то знаете, о чем я говорю. Мужчины получают несправедливо в сотни раз меньше лайков и совпадений, чем женщины. Как так выходит? Сейчас разберем с помощью математической модели, но перед этим давайте взглянем на минутку на факты, которые происходят извне. A new lawsuit is accusing dating apps of trying to get people addicted to them. В том году на Match Group пользователи подали коллективный иск, обвинив компанию в манипуляции алгоритмами. В чем там суть? Приложение скрывает привлекательные анкеты, геймифицирует свайпы и стимулирует дополнительную оплату. Я уже, собственно говоря, рассказывала в своем другом ролике о том, как дейтинг-приложение выстраивает свою бизнес-империю не в пользу нахождения пар, а в пользу их заработка, но давайте еще раз повторим и вспомним ключевые моменты. Match Group владеет порядка 40 дейтинг-приложениями, захватив рынок через поглощение мелких конкурентов. Как монополист в сфере знакомств, эта компания создает все условия для того, чтобы их бизнесы приносили доход. Скрывают полезные функции за оплатой, стимулируют бесконечный свайпинг анкет, игнорируют безопасность внутри комьюнити, не способствует налаживанию крепких связей. Когда скандал с алгоритмами приложений и последующим иском только разгорался, журналист Observer поговорил с бывшим сотрудником Match.com. Он объяснил, как на самом деле работают их приложения. Алгоритмы делают все, чтобы держать вас в приложении. Зачем? Чтобы дольше вытягивать из вас деньги на дополнительные бесконечные опции. Например, чтобы получить первую порцию лайков, нужно оплатить Spotlight, 30 минут повышенной видимости анкеты. Затем вы платите, чтобы увидеть, кто именно поставил вам лайк. А вот если, например, не заплатите, то будет довольно-таки печально, потому что система отправит вас не к тем, кто вас реально замэтчил, а вообще в другую сторону, чтобы вы думали, что проблема в вас и в вашей анкете, чтобы еще раз оплатили Spotlight, ну и, может быть, в этот раз, нашли своих soulmate'ов. И даже если вы оплачиваете все функции, ваши мэтчи вряд ли оправдают ожидания. Почему так? Потому что алгоритмы показывают вашу анкету тем, кто чаще всего лайкает все подряд, а не тем, кто действительно вам подходит. То есть показывают самым активным и, скажем так, не самым избирательным. Так что у вас точно наберется солидное число лайков, за которые вы заплатили, но вот те, кто их оставил, вас вряд ли будет устраивать. Хотя на вкус и цвет. Но это еще не все. Даже заполучив долгожданный матч, парни все равно не удовлетворены. На Reddit есть комьюнити Nice Girls, где больше 1 миллиона парней делятся своими неудачами в дейтинге. Nice Girls — это такая аллюзия на nice guy, стереотипа о внешне милых, но токсичных парнях. Что мы видим из скринов переписок? А видим, что у парней, ого-го, сколько проблем. Только 4% из тех, с кем они замэчились, отвечают на их привет. Многие женщины отметают сразу тех, кто не
не соглашается оплачивать свидания и брать их на содержание. Есть девушки, которые выливают обиды на прошлых партнеров, на свои новые матчи. И лишь малая часть вообще в принципе соглашается прийти на свидание. Хуже всего то, что 80% женщин, которых я действительно приглашал на свидание, оказались настолько поверхностными, что если бы они были бассейном, в них даже утонуть было бы невозможно. Так много girl bosses, которые только и делают, что повторяют одни и те же навязанные медиа мнения. Я пытался направить разговоры так, чтобы они говорили хоть о чем-то близком к их опыту, убеждениям или чем-то, что показало бы хотя бы намек на их личность, но там ничего нет. У них даже нет хобби, они просто залипают в TikTok или Netflix. Ну а теперь давайте наконец взглянем на ту самую математическую модель, про которую я говорила. Видеоблогер с канала Memeable Data провел эксперимент, чтобы показать, как именно работают алгоритмы для знакомств. Значит, он смоделировал работу приложения с 1000 профилей. Каждый пользователь видит по 100 анкет в день и лайкает 25 из них. В идеальных условиях, где мужчин и женщин поровну, каждый получает где-то 25 лайков, не где-то, а точно 25 лайков и 6 матчей. Но мы с вами знаем, что реальность вообще далека от идеала. На популярных платформах мужчин нередко бывает в 2 раза больше, чем женщин. И это резко снижает их шансы. Мужчины получают всего 7 лайков в день, в то время как женщины в среднем 92 лайка. Но это еще не все. Мужчины лайкают почти в половине случаев, согласно статистике, 46%. А вот женщины оставляют свой лайк только в 14% случаев. Разрыв становится еще заметнее, вы видите. Ну а теперь самое важное. Привлекательность, да? Говорят, что только 10-15% мужчин получают большую часть лайков, а остальные остаются с пустыми профилями, 0 лайков. Средний мужчина получает 1 лайк, выживают только самые упорные, те, кто ставит лайки вообще всем подряд. Но даже они понимают, что их шансы невелики. Так что цифра 80% вообще не удивляет. Вот именно столько пользователей приложений для знакомств, по данным Single Reports, чувствуют выгорание и усталость от онлайн-дейтинга. Давайте теперь взглянем на ситуацию со стороны женщин. Издание The Cut в красках описывает опыт женщин. Оскорбительная лексика, неуважение, гоустинг, непрошенные интимные фотографии, принуждение к интиму, простите. The Guardian даже выдает заголовок. Находясь в приложениях для знакомств, женщины изначально ожидают к себе плохое отношение. Речь, конечно же, в статье о плохом отношении мужчин к женщинам, не наоборот. Почему так? Интернет создает иллюзию анонимности, которая развязывает руки для агрессии, неуместных намеков и даже откровенных приставаний. И это, если еще не учитывать довольно распространенные случаи на первом свидании. Ой, YouTube все, конечно, не разрешает говорить. Ничего не разрешает. Ладно. Согласно исследованию 2023 года, в США половина женщин, которые используют приложение для знакомств, охарактеризовали свой опыт как негативный. Поэтому неудивительно, что 36% женщин в репродуктивном возрасте в США остаются без пары, сообщает Pew Research Center. И говорят исследователи, эта цифра будет только расти. Вы спросите, почему так, да? Вот одна из причин – сложность найти человека с похожими взглядами на отношения. Даже если вы примените все фильтры в приложениях, это вообще не гарантирует вам подходящие совпадения. Значит, как пишут в книге Love in the Time of Algorithms, многие мужчины обманывают, чтобы увеличить число лайков от женщин. А зачем они это делают, мы уже с вами это обсудили выше, раньше. В результате женщины, которые ищут серьезные отношения, часто сталкиваются с мужчинами, которые им предлагают лишь дружбу с преимуществами, или просто шмэкс без обязательств на нашем языке, но на постоянной основе. И вот таких женщин, многих женщин такой расклад не устраивает. Во многом потому, что именно женщины испытывают больше сожаления после случайных связей, сообщает наука. Значит, по словам Кристины Эмбо, автора книги «Переосмысление провокация», женщины часто вступают в случайные отношения не потому, что они этого хотят, а из так называемого чувства долга. Исследования 2013 года, где приняло очень много людей, сообщали, что женщины на 23% чаще, чем мужчины, испытывают сожаление после случайного шмекса. Почему так?
Психологи-эволюционисты считают, что это связано с высокой ценой воспроизводства для женщин. Мужчины же больше склонны к краткосрочным связям. Это объясняется особенностями репродукции. Эволюционисты говорят, сперматозоиды малые, подвижные и недорогие в производстве. У женщин, как мы знаем, все иначе. Беременность, воспитание ребенка требует гораздо больших ресурсов. Именно поэтому для них очень важно, чтобы у них был долгосрочный партнер, который будет поддерживать их на протяжении всего процесса беременности и воспитания. Но при этом мужчины тоже испытывают сожаление, но в обратном, когда упущена возможность заняться шмексом. Как объясняют те же самые эволюционисты, это связано с тем, что мужчины тратят больше сил на инициирование этой связи. И вот если она провалена, они теряют свою, это цитата, репродуктивную пригодность. Антропологи же видят причину в дисбалансе полов. В 2017 году исследователи из университета Юты обнаружили, что в несбалансированных популяциях это то, что цитата, более распространенный пол должен удовлетворять предпочтения более редкого пола, чтобы обрести партнера. Ну, то есть, да, что они говорят? Западный мир, в том числе Россия, находится в точке, где женщин слишком много, поэтому мужчины позволяют себе выбирать и применять именно ту стратегию, которая удобна лично им. А именно краткосрочное спаривание без обязательств. И эту гипотезу подтверждает одно старое исследование 1993 года. В нем говорит, что мужчины назвали стремление к большему числу краткосрочных связей одним из самых желаемых типов поведения. Женщины тоже вступают в краткосрочные интимные связи, но, как говорит то же самое исследование, причины у них несколько иные. Женщины, соглашаясь на такую связь, обычно рассчитывают на немедленное предоставление ресурсов от мужчин, а также на перспективу сделать партнера постоянным. То есть, в отличие от мужчин, женщины рассматривают такие связи как шаг к долгосрочным отношениям. Но, важно понимать, да, это лишь данные эволюционной психологии, количественных опросов. В общем, да. Есть, например, другие исследования. Например, от 2000-2014 годов. В них не нашли существенной разницы в восприятии случайного шмекса между мужчинами и женщинами. Более того, утверждается, что и женщины, и мужчины могут испытывать привязанность, желание выстроить серьезные отношения. Так что шмекс вообще случайно. Шмекс тут не играет роли. Далее, кстати, пишут на форумах, что вполне нормально сначала переспать, а потом уже решать, стоит идти на первое свидание или нет. Ну или вот вам другое, совсем свежее исследование. Оно говорит о том, что сожаление зависит не от гендера, а от шмексуального удовлетворения и от того, кто именно инициировал шмекс. А еще исследование эволюционистов, где говорится про то, что женщин больше, да, поэтому мужчины себя ведут как остервенелые самцы, не совсем бьет ситуация, которая сейчас происходит у нас в Азии. Там мужчин больше, но их поведение еще страшнее, чем на Западе. Значит, скрытые камеры, изнасилование в общественных местах, торговля нижним бельем, порнография и дальше на фоне шовинизма. Так что женщины там выбирают стратегию полного отрицания отношений с противоположным полом. В Южной Корее где-то с 2010-х распространяется радикальное фем-движение фо-би. Би на корейском означает «нет». Нет шмексу с мужчинами, нет рождению детей, нет свиданиям с мужчинами, нет браком с мужчинами. Движение началось в ответ на высокий уровень насилия в отношении женщин, да, то есть, собственно, включая убийство молодой девушки в общественном туалете в Сеуле 2016 года. Для кореянок это такой способ перевоспитания местных мужчин. Удивительно, но в прошлом году с избранием Трампа движение вызвало интерес и в США. Так что, да, тут есть о чем поговорить. И если, друзья, вы хотите, я сделаю отдельное видео, но мне нужно, чтобы вы это как-то мне намекнули на это. А лучший способ собрать под этим видео crazy 20 тысяч лайков, я не знаю. Поэтому, друзья, это фоби-движение, поверьте, оно как грибы, оно будет распространяться в том числе и у нас. Особенно, если наша война полов чуть-чуть не снизит обороты. Окей, все, жду от вас намеков в виде лайков. Но, смотрите что. Даже не зная про движение фоби, женщины, не сговариваясь, добровольно принимают идеологию этого движа. Они уходят в целибат и нормализуют стиль жизни одиночек. Осознанный сингл, бой собран, нерелигиозный целибат. Все это ответ на беспомощность дейтингов и хука-культуру. Женщины больше не хотят вступать в случайные связи, быть точкой на карте, где мужчина может просто приехать, удовлетворить свои потребности и забыть. Ну, еще не хотят, конечно, неуважение терпеть. Поэтому они пишут книги, которые защищают права одиночек, заявляют о том, что они self-partnered, как это сделала, например, Эмма Уотсон в 2019 году, объявляют лето без свиданий и шерят исследования, где говорится, что одинокие женщины намного счастливее, чем остальные категории граждан. Исследователи, которые больше анализируют культурные влияния, а не эволюционные, объясняют проблему культурным сдвигом. Мужчины и женщины просто не поспели за
культурным прогрессом. Начиная с 60-х годов число работающих женщин неуклонно растет, а число женщин с высшим образованием доминирует вот уже несколько десятилетий, друзья. Например, в 2012 году американские колледжи окончили примерно на 34% больше женщин, чем мужчин. В России, кстати, ситуация похожая. У нас порядка 37% женщин имеет высшее образование, когда среди мужчин этот показатель равен, 29, по-моему, процентов. И в образовании тоже кроется проблема, но не там, где вы подумали. Разница в образовании и правда создает избыток женщин на рынке, так как женщины с высшим образованием не рассматривают отношения с мужчинами без такового. Это говорит статистика. Таким образом, возникает ситуация, где большинство женщин борется за меньшинство мужчин. Это еще пуще обостряет проблемы с алгоритмами в приложениях для знакомств. Для кого? Для мужчин. Невысокий уровень образования еще сильнее снижает их шансы найти пару. Тут, конечно, можно обвинить женщин в высоких стандартах и в том, что они потребительски относятся к мужчинам, выстраивая подобные фильтры по образованию. Но, как считает экономист из Стэнфордского университета Элвин Рот, современные отношения, выстраиваемые через дейтинг-приложения, и есть не что иное, как рынок. Лента в дейтинге — это товары на маркетплейсах. Можно поставить лайк, тем самым добавив товар в избранное. Можно отфильтровать продукты по своим требованиям. А можно просто выкинуть не понравившийся товар. Даже, знаете, обратно в магазин его не надо сдавать. Просто загостил, без объяснения причины, нормально. Ведь на рынке еще полно вариантов, которые можно засвайпать, не прилагая вообще хоть каких-либо усилий. В дейтингах, как и на рынке, существует свой профессиональный сленг. One night stand, ФВБ и даже сексуально-рыночная стоимость. На последней, кстати, часто работают алгоритмы приложений. Транзакции, заложенные в интерфейс, лишь усугубляют ситуацию. Тем, кому приходится тратить реальные деньги на дополнительные лайки, продвижение, профили, всякие комплименты, выступают покупателями. А вот те, кто все это получает, товар. Не зря дейтинги бьют тревогу, потому что самое востребованное приложение группы людей, это женщины-зумеры от 20 до 28 лет, массово выходит из приложения. А значит, извините, пожалуйста, за эту терминологию, полки пустеют. Нет товара, нет транзакций. Но, как мы с вами уже выяснили, ни мужчины, ни женщины не выигрывают от таких рыночных отношений. И те, и другие выгорели, выдохлись и устали. Но пока одни уходят в целибат и осознанное одиночество и винят во всем алгоритмы, другие сбиваются в радикальные кучки недовольных и объявляют войну противоположному полу. Инцелы, феминцелы, фоби, моносфера – все это тоже ответ на создавшуюся за десятилетия ловушку дейтингов. Парни в бешенстве, что не могут получить матчи, несмотря на вливание денег. Во всем, конечно же, они винят зажравшихся дам, которым подавали лишь богатых и красивых гигачатов. Женщины негодуют, что их объективизируют, видят в них лишь объект для понятно каких утех. Поэтому первые отказываются вообще чем-либо делиться с женщинами, в том числе и ресурсами, а женщины закрывают, так сказать, доступ к телу, видя в мужчинах лишь озабоченных маньяков. Молодежь из года в год все меньше занимается шмексом. Значит, в начале нулевых люди, которые не занимались шмексом, в течение последнего года составляли всего 11%. В начале десятых 15%. А в 2021 году есть статистика, что согласно которой каждый четвертый взрослый до 27 лет вообще в целом не имел никаких интимных контактов. Интересно, как такие, конечно, опросы проводятся. Где никто? Мне 27. И не норм. Среди причин называют снижение частоты употребления алкоголя среди женщин, а также рост компьютерных игр и растущий процент тех, кто живет со своими родителями среди мужчин. То есть молодежь становится менее социальной, отказываясь от тусовок с алкоголем, и чаще начинает находиться перед экраном с играми. Все логично. Ну что, все еще не считаете, что мы на грани вымирания? Ладно, давайте, правда, оставим эту панику куда-нибудь подальше и поговорим о том, что вообще можно сделать в такой ситуации, что уже делается. Но давайте сначала взглянем, как было иначе. Когда-то все было проще. Или сложнее, смотря как посмотреть. В 19 веке в России за все отвечали родители. Девушек вывозили на ярмарки, невест в Москву. Сватовство превращалось в такой
compliance, переговоры родителей, проверка приданого и репутация семьи, помощь в швах – все это диктовало, кто в итоге с тобой будет жить. Общение молодых людей до официального разрешения считалось неприличным. Максимум, на что они могли рассчитывать, украдкой перекинуться парой слов на балу. Семьи не только обеспечивали будущие пары, но и контролировали каждый шаг. Частые визиты молодого человека в дом невесты воспринимались как серьезное намерение. Такое внимание могло отпугнуть других женихов, а вот внезапное прекращение таких визитов становилось причиной для сплетен и предположений, которые нередко бросали тень на саму невесту. Но Россия в этом плане не исключение. В еврейских общинах за выбор пары отвечали шатханы, местные раввины. В Японии все решал накада, в Корее – джунгме. Даже в средневековой Европе деревенские священники брали на себя эту роль. Семья обеспечивала не только поддержку, но и контроль за финансовыми и моральными аспектами союза. После Второй мировой войны знакомства чаще всего происходили через семью, друзей или школу. Почти 30 пар находили друг друга благодаря близким. Родственники и друзья играли роль связующего звена, помогая найти надежного партнера. Советский Союз предложил свои правила игры. Без соцсетей и приложений все происходило офлайн, само собой. Да, люди знакомились на улице, в автобусах, в очереди за хлебом, танцы, дискотеки, квартирники – это настоящие хабы для поиска любви. Вот если это уже не помогало, оставались газеты. 27 лет, инженеры, ищу спутницу жизни. Ну или письма. Купить марку, написать и ждать ответа неделями. В США все было несколько иначе. В конце 60-х началась сексуальная революция, появилась контрацепция, усилилась урбанизация. Люди начали выбирать партнеров самостоятельно. Если раньше главным местом для встречи партнера на всю жизнь были школы, то теперь все поменялось. И поменялось не только место знакомств, но и цели. В моду стали входить отношения, так сказать, на одну ночь. Ну или на несколько ночей. В США бары, вечеринки, рабочие романы превращались в новую норму. Друзья заняли место семьи как связующее звено, а романтика переместилась из домов в общественные пространства. В 80-е популярно становится место для знакомств работа. Женщины эмансипируются, начинают выходить в офис и приводит к тому, что коллеги становятся теперь чем-то большим. В то же время бары и дискотеки укрепились как площадки для спонтанных встреч. Семья как посредник практически утратила роль, уступив место самостоятельности и личному выбору. В 90-е интернет начал менять подход к знакомствам. С появлением первых веб-браузеров, таких как, например, Netspace в 1994 году и доступных домашних компьютеров, люди получили возможность искать партнеров за пределами своего круга общения. В 1995 году появился Match.com, первый крупный сайт знакомств, который заложил основу для будущего бума онлайн-знакомств. Тем не менее, относились к этому с осторожностью. Общение через интернет казалось чем-то неестественным, а сайты знакомств ассоциировались с одиночеством. Тогда же вышла, кстати, книга «Одиночество в сети» Януша Вишневского. Не знаю, читали или нет, но эта книга подарила ему мировую популярность, известность. Однако интернет-знакомства лишь наращивали обороты. Урбанизация разрывала локальные связи, а новая платформа предлагала возможность все это компенсировать. В те годы знакомство онлайн было скорее нишевым явлением. Только 5% пар находили друг друга в интернете. А вот начало нулевых уже стало таким переломным моментом. Сайты вроде eHarmony, OkCupid, они стали давать людям доступ к сотням анкет. Но главное, они очень сильно упростили поиск. В 2010-х с развитием смартфонов, понятное дело, процесс стал еще быстрее. Теперь партнера можно было найти за пару свайпов, а не продираться через сложные анкеты или долгую переписку. Но и дело не только в технологиях, глобализации. Рост мегаполисов делает традиционные способы знакомств, такие как встречи через друзей и семью, менее доступными. Когда люди переезжали в новые города, приложения заполняли эту пустоту, предоставляя легкий доступ к сотням потенциальных партнеров. Ну, еще и время заодно тебе так сокращали неплохо. К середине десятых онлайн-знакомства обогнали друзей как главный способ поиска любви. Но вместе с удобствием пришли и новые проблемы. Эмоциональное выгорание, зависимость от свайпов и борьба с алгоритмами, которые, вам диктуют, кто вам подходит. И все это для того, чтобы опять в 2025 году вернуться в традиционные способы для встреч. Да, пока доходы Тиндера падают 6-й квартал подряд, в мире растет популярность офлайн знакомств. Так, в Великобритании с 2022 по 2023 год на 400% выросла посещаемость спид-дейтинговых настольных игр, а вот спортивные клубы по интересам на 136%. В США
цифры чуть меньше, там где-то 49% растет популярность, посещаемость таких мероприятий. Но я уверена, что это только начало, потому что вот что вам статистика. 79% студентов колледжа заявили, что отказываются от регулярного использования приложений и выбирают вместо этого личное общение. Это тоже из опросов 23 года. Рост офлайн мероприятий связан, да, будем честны, не только с кризисом дейтинга. Пандемия тоже вставила свое слово. Новый тренд на удаленку, усиление индивидуализма, постлокдауновская социальная дезадаптация. Все это толкает людей вновь пересекаться в офлайн и делать что-то вместе. Вот вам, например, американский поп-ап-проект под названием We Met in Real Life. Они вот не стесняясь делают акцент на том, что они сводят людей в офлайне. Своей миссией они называют поощрение установки романтических и платонических отношений в реальной жизни, помогая им избегать опасности там, и агрессии, которая связана с онлайном. Другой нью-йоркский проект Hot to Meet You занимается не только спиддейтингами, но и вывозит девушек в так называемые social camps. 3 дня, где девчонки тусуются в приятной, классной атмосфере, знакомятся и налаживают дружбу. Да, девчонки, кто таким занимается, пожалуйста, напишите, я поеду. Если никто таким не занимается, напишите мне, я организую, потому что надо. Растет также популярность, вы не поверите, кого? Свах! Лариса Гузеева, ее «Давай поженимся» больше не реликс Первого канала, а настоящий тренд среди модных и успешных. Я не шучу. У ее коллег сегодня цены просто ого-го какие. От $500 до $25 тысяч. Если вам кажется, что это лишнее тратить какой-то третьей стороне, чтобы та подобрала для вас пару, то наука с вами не согласна. Как утверждает исследование, наличие третьей профессиональной стороны позволяет не только заиметь классное знакомство, но и превратить его в серьезные отношения, а затем уже и в брак. Потому что наличие третьей стороны гарантирует, что человек проверенный, что человек тебя не загостит, потому что сваха придет в личку, спросит, что с тобой не так, когда ты вернешься, что передать твоему крашу, мэтчу. А еще она научит, как обговаривать свои желания, ожидания, собственно, от отношений. Еще подскажет, стоит ли вообще давать второй шанс, и как себя подать, чтобы в тебя влюблялись почаще. Но если у вас нет таких денег, расстраиваться не стоит. Сделайте свахами ваших друзей. Так еще, кстати, лучше работает источник. Если вернетесь на таймлайн, вы увидите, что раньше это вообще-то был самый распространенный способ. Друзья или сваха, это вообще не важно. Третья сторона в целом создает такую штуку, как обязательство. Вы больше не можете относиться к человеку как к одноразовому, потому что он не просто анкета в приложении, а человек с историей и общими знакомыми. Так что, друзья, давайте займемся прямо сейчас сватовством, сваховством, я не знаю, как это лучше сказать. Опять вам придется для этого интерактива отправляться ко мне в Инстаграм, сори. Вот так будет выглядеть пост. Заходите туда и отмечайте своих одиноких друзей и подруг, чтобы они в комментариях могли друг друга заметить и начать общаться. Говорят, это тоже работает. Но на друзей и свах не надейся, а сам не плашай. Заиметь длительные и серьезные отношения также помогут навыки принятия решений. А именно, навыки принятия решений в области Мэкса. Джейсон Кэрролл, профессор школы семейной жизни в университете имени Бригама Янга, считает, что чем дольше вы откладываете свой первый интим, тем больше шансов у вас узнать друг друга, а затем принять верное решение, пойти с этим человеком, вообще завязывать с ним отношения или же нет. Быстрое начало половой жизни часто приводит к плохому выбору партнера, поскольку сильные чувства удовольствия и привязанности легко спутать с настоящей близостью и любовью. В этом исследовании говорится, что верный подход к началу интимной жизни – залог ментального здоровья. Исследование намекает, что шмекс не вызывает разочарования, если вы пойдете на это добровольно, без уговоров, получите шмексуальное удовлетворение, а также будете хорошо знать человека, с кем это все было или будет. Второе. Сократите до минимума общение в сети. И имеется в виду количество людей, с которыми вы общаетесь одновременно. Некоторые психологи и коучи будут утверждать, что в знакомствах, как, с воронками продаж, вы обрабатываете по максимуму лидов, чтобы по итогу вычленить из этого 1-2%. Но исследования говорят, что такой подход, мягко говоря, не работает, потому что слишком много изнуряющих стимулов, которые мешают вести эффективную беседу с 1-2 претендентами. По итогу можно словить то самое выгорание, вместо того, чтобы нормально познакомиться и узнать человека получше. Третье. Но это уже не совсем зависит конкретно от нас. Хотя, думаю, тоже зависит. Это информационное просвещение в области интернет-абьюза. В одном исследовании выяснили, что сталкинг, агрессия
Принуждение на 34-44% зависит от, внимание, личных установок человека, норм в обществе и доступности таких действий. То есть, если удастся скорректировать установки индивидуов и усилить общественный фокус на этих проблемах, то масштабы вот этого безумия, сталкинга, оно может сократиться. Я сейчас объясню, что это такое, да, личные установки, как воспринимает это общество и насколько это легко сделать. То есть, это вот теория запланированного поведения, так называемая. Сейчас в 2 словах рассказываю. Значит, личное восприятие, как вы сами относитесь к этой проблеме? Вы считаете, что это плохо, или вы считаете, что это норм? Как общество к этому относится? Оно считает, что там сталкерить за другими людьми это нормально или нет? И третье, насколько это легко делать. То есть, если вы считаете преследовать какого-то человека в сети это нормально, если общество вам тоже особо не ругает, вам ничего за это не будет, тоже ок. И третье, насколько это легко делать, у вас все возможности для этого сталкинга есть или же нет. В общем, если, я не знаю, ввести какие-то более суровые наказания за такое поведение, то оно может сократиться, говорится в исследовании. Надеюсь, понятно объясняла. Но важно сказать, что дейтинг — это не обязательно прям страшное зло, которое приносит только разочарование, одиночество, растраты, выгорание. Нет, обязательно найдутся люди, которые встретили свои половинки именно онлайн. И таких аж, кстати, 50% было в США в 2017 году. А вот другое исследование показало, что широкое внедрение интернет-знакомств, вероятно, увеличило общее число браков на 33%. Вероятно, потому что это как бы сравнили с гипотетическим миром, где интернета не существовало. И все же, были времена, когда Tinder был бесплатный. Я тогда, кстати, своего первого мужа нашла. Сейчас ситуация, конечно, изменилась, и падение доходов приложений для знакомств заставило глав этих компаний начать что-то уже делать. Например, Bumble, призывает пользователей просматривать страницы осознанно и сохранять равновесие, чтобы вы сосредотачивались на других интересах, такие как друзья, семья, работа, забота о себе. Представитель Tinder сообщил в электронном письме, что компания понимает, что некоторые участники, это цитата, могут чувствовать себя перегруженными, поэтому мы продолжаем разрабатывать новые функции, которые помогают людям чувствовать себя в безопасности. Компания считает, что, такие функции, как, например, Tinder Explore, может помочь людям находить пары по интересам. Еще в 2021 году Match.com вводила платную сваху. Вот за $5 можно было от нее дождаться 2 претендентов в неделю. Она лично, собственноручно для вас подбирала. А еще дейтинги хорошо работают в случае, когда нет задачи найти что-то серьезное. Недельный отпуск в новом городе, знакомство с необычными людьми, которых редко встретишь в своей обычной жизни, в своем пузыре. Интересные свидания с приятным концом. Приложения в этом плане, я соглашусь, они незаменимы. Одна девушка даже написала колонку для New York Times, где рассказала про свой 10-летний опыт в Тиндере, что она, там встретила мужа своей любимой кинозвезды, присматривала за собаками в Лос-Анджелесе, потусила на 3-м свидании на Ямайке, прогулялась голой по Барселоне, познакомилась с дипломатом ООН, научилась подводной охоте и битбоксингу. Может, она, конечно, и не нашла партнера на всю жизнь, но точно обрела кучу новых друзей и клевого опыта. Что по итогу? За 12 лет дейтинг-приложения кардинально изменили культуру знакомств, но не в лучшую сторону. Алгоритмы, заточенные на прибыль, а не на создание пары, усугубили гендерный разрыв. Мужчины страдают от недостатка внимания и мэтчей, а женщины от объективизации и неуважительного отношения. В итоге обе стороны выгорают и уходят кто в целибат, а кто в радикальные движения. Кстати, я тут уверена, что мне в комментариях скажут что-то из серии «Лана, женщины не только от этого устали, мужчины не только от этого устали», поэтому, да, 100% напишите в комментариях, что еще не хватает мужчин, что еще не хватает женщин. Чем подробнее мы распишем проблему, тем удобнее, проще нам будет ее решать. И все же какие-то попытки нащупать выход из этого тупика были предприняты. Растет популярность офлайн-знакомств через спиддейтинги и клубы по интересам. Возвращается мода на свах и посредничество друзей, то, что работало веками. Появляются новые форматы от social camps для девушек до специальных настолок для знакомств. Уже известно, что некоторые даже страны стали бить тревогу и оплачивать, например, в Японии оплачивают пользование приложений для знакомств, тем самым стимулируя женщин возвращаться на рынок невест, так сказать. В России, кстати, тоже какой-то государственный сайт или предложение пытались сделать, где женщинам бы сразу писали, есть ли у мужчины долги по алиментам или же нет. Хорошая, полезная инициатива. Но она как будто бы не останавливает войну полов. А остановить ее
Мне кажется, довольно-таки просто. Особенно если мы все-таки вспомним, что отношения — это про человечность, не про рынок. Когда мы встречаемся с реальным человеком, а не анкеты, становится как-то сложнее на него, что ли, проецировать проблемы всего гендера. Третья сторона, будь то друзья или профессиональная сваха, помогут создать ответственность и избежать токсичного поведения. А осознанный подход к знакомству, он просто учит простым базовым вещам. Не торопиться с интимом, лучше узнать человека, общаться с небольшим количеством людей, чтобы не перегружаться. Ну и да, и видеть в людях личность, а не просто анкету чувака, которого можно сбросить, как ненужный товар. Для этих приложений не обязательно зло. Они могут быть отличным инструментом для новых впечатлений, для знакомств без обязательств. Но как будто для серьезных отношений они подходят мало. Поэтому люди возвращаются к проверенным способам. Ну а теперь вы расскажите, где вы предпочитаете находить себе партнера, в офлайне или онлайн? Ну или еще лучше расскажите какие-нибудь свои смешные истории из мира дейтинга. Это, по-моему, нескончаемая вещь. А еще вы знаете, кому отправить это видео. И раз уж вы досмотрели его до конца, поставьте, пожалуйста, лайк. Так оно будет чаще появляться в рекомендациях. А значит, его увидит как можно больше людей. И может это поможет нам стать чуточку более открытыми и готовыми к изменениям. Но я на себя много брать не буду. С вами была Лана Сневич, научмод-журналист и модный антрополог. До новых встреч. Пока.